I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. 3 февраля 2004 года в Монро, штат Мичиган, на свет появляется замечательная девочка. Ее одинокая мама, Дженнифер Бьюкенен, выбрала для дочери необычное имя – Невая, которое образовано при обратном прочтении английского слова heaven, что означает «рай», «небеса». Хотя Дженнифер не была образцовой матерью и несколько раз привлекалась к уголовной ответственности, она обожала Невая и пыталась наладить свою жизнь ради нее. Основным опекуном девочки была ее любящая бабушка Шерри Бьюкенен, которая жила вместе с ними в жилом комплексе Шарлотт Армс. С самого рождения Невая была лучезарным ребенком и изо дня в день радовала свою маленькую семью, состоявшую из 3 женщин, пока теплым майским вечером 2009 года 5-летняя девочка не исчезла при загадочных обстоятельствах. Город, в котором жила эта семья, никогда не считался тихим уголком для спокойной жизни. Его население насчитывает всего лишь около 20 тысяч человек, но уровень преступности в нем выше, чем в 85% городов штата Мичиган. Однако даже при этих условиях исчезновение Невая и последовавшие за ним события перевернули жизнь местных жителей с ног на голову. Ее близкие до сих пор не знают покоя от душевной боли и пролитых слез. В последний раз маленькую Невая Бьюкенен видели вечером 24 мая 2009 года. В этот день Дженнифер разрешила своей дочери пойти в гости к соседям, у которых тоже был ребенок, для того, чтобы дети могли поиграть вместе. Когда мать пришла за девочкой, в доме ее не оказалось. Местные дети сообщили Дженнифер, что видели, как Невая играла снаружи, возле жилого комплекса. Обеспокоенная мать обошла все дворы, выкрикивая имя дочери, но ее нигде не было. В холодном ужасе она обнаружила лишь ее маленький скутер, брошенный на обочине. К поискам Невая немедленно подключились полиция и сотни добровольцев. Офицеры постучались во все 180 квартир жилого комплекса и допросили каждого из жильцов, но никто не видел девочку. Вскоре к работе подключились сотрудники ФБР, которые привлекли к поискам собак и вертолеты, чтобы осмотреть окрестности более тщательно. На следующий день Дженнифер Бьюкенен заявила журналистам: «Я почти уверена, что ее похитили». По словам матери, Невая стала бы сопротивляться и кричать, если бы кто-то попытался насильно ее забрать. Подробности уступили место эмоциям, и ее голос окончательно надломился. «Я не хочу сейчас думать об этом». 26 мая 2009 года полиция объявила тревогу Эмбер, указав, что Невая, вероятно, похищена и находится в непосредственной опасности. Оповещения Эмбер передавались по радио, телевидению, через мобильную связь и на дорожных баннерах. Были изготовлены листовки, которые родственники, соседи и волонтеры расклеивали по всему Монро. Власти внесли сообщение о Невае в Национальные центры информации о преступлениях и помощи пропавшим детям. Благодаря этому данные о ребенке распространились по всей стране. По данным издания Toledo Blade, департамент шерифа округа Монро провел пресс-конференцию, на которой лейтенант Тодд Оперман сообщил журналистам, что следователи опрашивают сотни людей. «Мы ищем любые зацепки. Это расследование продолжается, и мы будем работать над ним круглосуточно, пока оно не будет завершено». После этой пресс-конференции бабушка Невая, Шерри Бьюкенен, со слезами на глазах обратилась к общественности с призывом вернуть маленькую девочку домой. Держа в руках любимые мягкие игрушки своей внучки, женщина сказала, что искренне надеется, что ребенок вернется домой живым. «Я знаю, что она скучает по всем своим животным», — сказала Шерри. Вскоре полиция назвала имена 2 подозреваемых в деле об исчезновении Невая. Они оба были знакомыми матери ребенка и являлись зарегистрированными в национальной базе как преступники по сексуальным делам. Первый из них, 48-летний Рой Ли Смит, отсидел в тюрьме 15 лет за многочисленные преступления сексуального характера и был освобожден из тюрьмы за год до пропажи Невая. Кроме того, он был осужден по нескольким статьям за кражи. Вторым мужчиной являлся бойфренд Дженнифер Бьюкенен и знакомый Роя, 39-летний Джордж Кеннеди. В 1998 году он был обвинен в преступлении за секс с девочкой, не достигшей 16 лет. Позднее это обвинение было снято.
Но уже в 2002 году он был вновь объявлен виновным в деле о незаконном вторжении в дом и нападении на 13-летнюю девочку. Его адвокат Питер Сиклс сообщил ABC News, что оба обвинения были сняты, поскольку Кеннеди заключил сделку о признании вины, которая позволила ему выйти из тюрьмы в 2003 году. По условиям досрочного освобождения оба подозреваемых не могли приближаться к детям и как-то контактировать с ними, но незадолго до пропажи Нивая они нарушили это предписание и были арестованы. В ходе расследования Дженнифер сказала, что знала о предыдущих преступлениях Смита и Кеннеди, но никогда не считала, что они способны причинить вред ее дочери. Женщина верила в то, что люди меняются и у каждого есть второй шанс. Однако, не найдя доказательств вины Смита и Кеннеди, полиция не предъявляла им обвинений, продолжалось расследование дела и активные поиски девочки. К сожалению, они закончились трагическими и ужасающими известиями. 4 июня 2009 года, спустя 11 дней после пропажи Нивая, местный житель по имени Гай Бикли ловил рыбу со своим отцом и 15-летним сыном. Рыбаки шли вдоль реки Рейсин, протекавшей в сельской местности округа Монро, и наткнулись на неглубокую яму, залитую бетоном. Гай Бикли вспомнил: «Мы спустились на берег, и я сразу же увидел бетон и несколько камней с той стороны, где мы собирались остановиться ловить рыбу. Сначала я подумал, что кто-то просто засыпал трещину в земле, в которой началась эрозия. В тот момент я не знал, что это нечто большее». Несмотря на странную находку, рыбаки остановились на этом месте. Они устроились поудобней и положили ноги на бетон, который послужил своеобразной подставкой. Спустя время они почувствовали неприятный запах и подумали, что это мертвая рыба. Гай Бикли прогулялся вдоль реки и вернулся обратно. Как только он вступил на бетон, он начал трескаться из-за тяжелого веса, а вокруг появился рой мух. Я стал отскребать бетон кусками, и тогда мне и моему отцу стал виден небольшой участок человеческой кожи. Мы тут же собрали свои снасти, перебрались на вершину холма и позвонили в службу 911. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили в яме человеческие останки и рубашку, в которой видели Нивая в день ее исчезновения. «У нас есть обоснованные подозрения, что это Нивая», заявил шериф округа Монро Тилман Крачфилд, добавив, что тело по внешнему виду соответствует возрасту, размеру и полу пропавшей девочки. Однако, несмотря на все совпадения, безутешная бабушка девочки до последней минуты не верила, что больше никогда не увидит любимую внучку живой. «Пока они не проведут анализ ДНК, не сопоставят группу крови и не убедятся, я просто держу эту мысль в своем сердце», — сказала она. Также Шерри просила полицию предоставить фотографию тела, но ее просьба была отклонена. Судмедэкспертиза показала, что останки все же принадлежали Нивае Бьюкенен. Вероятно, девочка погибла в страшных мучениях, поскольку была похоронена заживо и перед смертью вдыхала в легкий бетон, которым бесчеловечный преступник заливал ее маленькое тело. При этом у нее не было никаких травм, переломов или иных увечий. Точное время и день смерти установить не удалось. Вскоре после объявления о том, что тело Нивая найдено, Майкл Бьюкенен, ее дядя и брат Дженнифер сообщили, что вся семья пребывает в шоковом состоянии. Бабушка девочки с прискорбием повторяла, что никто не сможет защитить убийцу внучки и что она обязательно доберется до него, воздав по заслугам. Несмотря на многочисленные версии полиции и ее активную работу, преступник не был найден, и семья невинной, мучительно погибшей маленькой девочки не получила никакого облегчения. Дело Нивая Бьюкенен все еще не раскрыто. Спустя 12 лет, в 2021 году, местное детективное бюро шерифа заключило партнерское соглашение с отделением ФБР в Энн-Арборе, чтобы возобновить активное расследование. Однако ее родственники потеряли всякую надежду добиться справедливости и правосудия. Когда Шерри спросили на одном из интервью, верит ли она, что полиция однажды найдет убийцу внучки, она лишь сухо ответила: «По моему мнению, нет». Семья Нивая и местные жители часто вспоминают милую и забавную девочку, которая больше всего на свете любила цветные мелки, макароны с сыром, мотоциклы и грузовики. За 3 дня до своего исчезновения она окончила дошкольную программу в одном из учебных заведений Монро, где до сих пор в коридоре висит ее фотография. Место у реки, где нашли тело девочки, стало считаться священной землей, и рыбаки перестали ловить здесь рыбу. Рядом установлен мемориальный крест с ее именем. Гай Бикли, нашедший бетонную яму с телом Нивая, постоянно навещает мемориал, высаживая цветы и принося к нему игрушки. Трагедия Нивая сильно травмировала его. «Когда я проезжаю рядом, я не могу не думать о ней», — сказал Брикли журналистам. «Я надеюсь, что убийцу разъедает совесть, и в конце концов он проговорится не тому человеку».
Но по сей день Гай утешает себя мыслью, что не случайно оказался возле бетонной ямы у реки, положив конец смятению тех, кто мучительно искал пропавшую девочку. Мать Нивая, Дженнифер Бьюкенен, вышла замуж и родила 2 сыновей. Бабушка Шерри никогда не забывает о внучке, навещая ее ухоженную могилку с надписью «Маленький ангел Монро», рядом с которой стоит детский мотоцикл девочки, который она так любила. Я прихожу к ней и каждый раз говорю: «Малышка, как бы я хотела, чтобы ты была со мной. Я бы с удовольствием посмотрела, какой бы ты стала. И я сожалею о том дне, когда этот человек забрал тебя у меня». Сейчас Нивая Бьюкенен могло бы быть всего лишь 19 лет. Остается верить, что однажды ее убийца будет найден, и девочка навсегда обретет свой покой. Дорогие подписчики и гости канала, как вам кажется, мог ли преступник остаться незамеченным, несмотря на тщательное расследование? Или все же полиция располагает какой-либо информацией, но по какой-то причине скрывает ее? Свои предположения пишите в комментарии под видео.